Давайте честно, большинство из тех, кто строил дом или делал ремонт в квартире своими руками в попытках переехать как можно быстрее, откладывают плинтусы на потом, и это потом не наступает никогда. Вот и я прожил в доме 2 года без плинтусов, но настала пора это исправить, и казалось бы, что в этой работе может быть сложного. Однако плинтусы вообще не так просты, как кажутся, и к концу этого видео, возможно, вы захотите отдать монтаж плинтусов профессионалам. На самом деле, я именно так и хотел сделать, когда устанавливали межкомнатные двери, но меня задушила жаба платить аж целых 10 тысяч рублей. Что я сам плинтусы не сделаю, что ли, подумал я и взялся за работу. Самый первый вопрос, а какие плинтусы вообще купить? Потому что их оказывается великое множество. Есть всем известные самые дешевые ПВХ плинтусы, МДФ с пленкой, МДФ с эмалью, плинтусы под покраску, дюропласт, алюминиевые плинтусы, теневые плинтусы. Перед монтажом гипсокартона на мансарде я как раз думал про теневые плинтусы, но когда узнал, как их монтировать и сколько с ними возни ради ничего, то остановился на среднем варианте, то есть на МДФ. Плинтусы я покупал в одном магазине вместе с межкомнатными дверями, в надежде на то, что все будет в цвет, но в цвет не получилось. Плинтусы с эмалью выходили больше 20 тысяч рублей, и мне показалось, что это очень дорого. А МДФ с пленкой в цвет было не подобрать, поэтому взял их не в цвет дверей, а в цвет мебельных фасадов, чтобы оно хоть как-то сочеталось. МДФ с пленкой обошлись в приемлемые 8 тысяч рублей, и они есть разного качества. Друг покупал тот же МДФ с пленкой, но эта пленка аннигилировала от любого прикосновения к плинтусу. Я их покупал в хорошем месте и не прогадал. За год в туалете с плинтусами не случилось ничего, даже несмотря на суровое назначение помещения и бьющегося в плинтусы робота-пылесоса. Способы монтажа МДФ плинтусов тоже существуют разные. Можно крепить на клипсы, а можно клеить на герметик. Проконсультировался по этому вопросу у профессионалов и по их совету выбрал вариант на герметик. У планок есть формовка под клипсу, но такой способ более трудозатратный и требует идеально ровных стен, которых, как правило, ни у кого нет. Поэтому на герметик клеить проще, быстрее и лучше получится. Для крепления плинтуса на герметик нам понадобится сам плинтус, любой клей-герметик, пистолет для герметика, двухкомпонентный цианокрилатный клей, куча маленьких брусочков, двусторонний скотч и канцелярский нож. Брусочки я заранее напиливал торцовочной пилой, и важный нюанс, что без хорошей, а главное огромной торцовочной пилы монтаж плинтусов вряд ли получится сделать с хорошим качеством, так как при распиле плинтусов много частей придется делать под 45 градусов, так чтобы две детальки хорошо стыковались друг с другом, а при запиле под 45 у торцовок сильно уменьшается глубина пропила. Первым делом взялся за прихожую и начал с обмера всех необходимых частей, чтобы не бегать каждый раз туда-сюда выпиливая по одному кусочку, а напилить все за один раз хотя бы на одну комнату. Записал все необходимые размеры и пошел пилить. Сразу же нашел ошибку, к наружным углам я забыл добавить толщину плинтуса, так как они с обоих сторон от простенка будут выходить на эту величину. Плюс оказалось удобнее сначала отпиливать части со стороны под углом и потом уже от отпиленного угла отмерять длину, чтобы не запутаться и не испортить планку плинтуса. В моем случае это было особенно важно, так как это был вообще не плинтус, это распиленная вдоль планка наличника от межкомнатных дверей. Очень удачно сохранил два таких кусочка, их как раз в притирку должно было хватить на всю прихожую, чтобы в помещении, где больше всего дверей рядом с друг другом, у меня как раз получились плинтусы в цвет дверей. Внешние и внутренние углы запиливать довольно просто. Я даже не обклеивал место распила малярной лентой для уменьшения сколов. Протестировал, и разницы вообще не оказалось, а без малярки работа идет сильно быстрее. Главное не торопиться и начинать пил очень плавно и аккуратно. В идеале еще бы и диск использовать специальный с большим количеством зубьев, но в моем случае прокатило даже со стандартным диском из комплекта от торцовки. Единственное, еще бы торцовку с лазерным наведением, вот тогда была бы вообще песня. Самая сложная часть в этой работе — это прямые планки, где торчит торец плинтуса. Чтобы сделать торец красивым, я отмерял в сторону толщину плинтуса и отпиливал этот маленький кусочек под 45 градусов. Тогда если их совместить, получится красивый торец с минимально возможным швом. Планки готовы, можно переходить к следующему этапу. Насмотрелся, что называется, лайфхаков из ТикТока, и с помощью обрезка плинтуса, лезвия от ножа и пары ударов молотком смастерил самоделку, с помощью которой можно быстро выполнить обрезку обоев. Можно, конечно, и так плинтусы налепить, но если делать хорошо, то обои лучше отрезать на 1 см, не доходя до края плинтуса, чтобы потом все это не отвалилось от стены и не болталось. Как всегда, самоделки и
лайфхаки из ТикТока в реальной жизни оказались полной туфтой, так как в углах или у мебели такой приспособой резать вообще неудобно. Пошел, включил лазерку и по лазерке чуть больше чем за 3 секунды все обрезал на всю комнату просто канцелярским ножом без направляющих, так как идеально ровный рез тут ни к чему. На пол заранее наклеил полоски двустороннего скотча, по одной по краям и одну посередине будущего плинтуса. Дальше в ход пошел двухкомпонентный цианокрилатный клей. По большому счету это вроде просто суперклей, но только этот вместо пальцев склеивает именно то, что нужно. Одну часть детали мажем гелем, на вторую часть детали пшикаем из баллончика, присоединяем, и у нас есть пара секунд на позиционирование двух частей плинтуса. И вуаля, все склеивается так, что потом хрен отдерешь это друг от друга. Я тестировал такой клей, когда сломал одну из ступеней на лестнице, и результат меня тогда просто ошеломил. Жаль, нельзя этот клей всегда держать под рукой, потому что после вскрытия геля он довольно быстро засыхает, и не получается держать открытую бутылку про запас. Не склеивать плинтусы между собой тоже, конечно, никто не запрещает, но я попробовал, и получается ерунда. С заранее склеенными углами результат будет гораздо лучше. В моем случае с частями наличника вместо плинтуса лучше было обильно нанести герметик на стену. Оставался открытый тюбик самого обычного санитарного герметика, и чтобы не выкидывать, пустил его в дело. На герметик сверху прижал плинтус, и при помощи брусков и двухстороннего скотча на полу получилось достаточно надежно зафиксировать планку к стене. В некоторых местах даже повторяя неровности этой самой стены. Так получается меньше щель, и все выглядит более нарядным. В туалете еще год назад попробовал поставить плинтус без приклеивания, просто в распор от стены до стены, и фокус не удался. Даже у МДФ есть линейное сужение и расширение. Иногда плинтус стоял как влитой, а иногда норовил отвалиться от стены. Сильно в распор его тоже не поставишь, так как в таком случае он выгибается дугой и тоже вываливается. Поэтому как ни крутись, без крепления не обойтись. В случае с плинтусом из-за отформовки под клипсу и наличием паза под электропроводку проще было намазывать герметик именно на сам плинтус. Расход герметика получается что-то около 10 погонных метров на один тюбик. На следующий день убрал бруски, отодрал с керамогранита скотч и проверил, как держатся плинтусы. Все было высший сорт, и можно продолжать дальше. Для измерения длинных стен удобнее было пользоваться лазерным дальномером. Очень удобная штука, жалею, что не купил в начале стройки. И вот наглядно еще одна причина не откладывать плинтусы на потом. Хорошо, что хоть кровать не пришлось отодвигать, работать в помещении без мебели было бы, конечно, куда удобнее. Все так же по лазерке обрезал обои в спальне и остатки под лестницей в прихожей. Начинал с торцевания планки, так как заводской пил это какой-то кошмар, и отмерял необходимое расстояние уже от точно обрезанного края. Отрез в моем случае получался немного мохнатый. Попробовал срезать это ножом, но тогда угол сходился плохо, в итоге просто приглаживал все ногтем. Двухкомпонентным цианокрилатным клеем склеивал заранее две детальки, если они были небольшие, и в этом месте мне еще необходимо было спрятать провод за плинтусом. Чтобы провод мог выйти, мультитулом прорезал паз для выхода провода, нанес на планку герметик и на торец цианокрилатный клей, чтобы за раз собрать всю конструкцию воедино. Но где-то я просчитался, и в попытках запихать провод в паз и соединить этот угол с другими планками, я весь измазался и в герметике, и в цианокрилате, измазал провод, измазал обои, измазал пол, и у меня вообще ничего не хотело получаться. В итоге я разломал этот угол на две части, и уже по одной детальке удалось все склеить. Собрал торцевые элементы для спальни, с ними все оказалось легче, чем ожидал. Для отпиливания маленьких кусочков даже разметка не нужна, я просто делал пил под 45, затем ставил диск ровно и по краю отпиливал треугольник. Получалось почти идеально. Всего один раз пришлось немного подточить болгаркой. В кухне тоже был провод, который хотелось спрятать за плинтусом. Слегка повозился с цоколем, и провод хорошо встал в стык у стены. Дальше я старался склеивать заранее только маленькие кусочки, а длинные клеил по отдельности, чтобы стараться не накосячить. Ну конечно же, у меня это не получилось. Склеил заранее самый ответственный угол, нанес на него герметик, приложил к стене, а он короткий. Да ну...
В ошибках нет ничего страшного, главное не повторять одну и ту же ошибку. Поэтому дальше, прежде чем что-то склеить, я сначала прикладывал все к стене, проверял, как оно встает, где-то обязательно нужно было что-то подпилить и только потом приклеивал плинтус к стене. На длинных стенах, где не хватает длины одной планки, соединял их между собой тоже с запилом под 45 градусов. Так стык получается сильно лучше, и направлением спила тоже можно сделать стык менее заметным. Хоть я и пилился на втором этаже, но все равно при проведении работ на полу получилась куча опилков. Где-то я заляпал пол герметиком, а где-то при перестановке мебели обнаружились застарелые пятна. Поэтому после работы нужно было не просто пропылесосить, а еще и помыть пол. И теперь для этого не обязательно развлекаться с швабрами и тряпками. Благодаря мощному вертикальному пылесосу Karen BM3 можно быстро и легко провести в доме как сухую, так и влажную уборку. Это беспроводной аккумуляторный пылесос с мощной силой всасывания в 22 килопаскаля. Зарядки хватает, чтобы 2 раза пропылесосить мой первый этаж в 50 квадратов. У пылесоса есть разделение твердого и мокрого мусора, а также 2 контейнера для чистой и грязной воды. Управлять пылесосом достаточно легко, так как его не обязательно, как я, возить туда-сюда. Он может самостоятельно двигаться вперед благодаря вращающейся щетке, которая к тому же сделана с защитой от спутывания волос. А больше всего мне понравилось, что таким пылесосом можно проще простого собрать что-то разлитое с пола. Умный пылесос может сам сообщить вам, когда необходимо сменить воду, провести самоочистку или зарядиться. Включение. Максимальный режим. Режим водопоглощения. В комплекте с Karen BM3 идет зарядная станция, на которой пылесос может провести самоочистку и которая выполняет функцию удобной подставки. Стильный дизайн радует глаз, LED-экран сообщит всю необходимую информацию, а благодаря удлиненной ручке и системе роликов удобно обходить препятствия. Теперь проводить влажную уборку в доме или в квартире стало еще проще, что особенно актуально, когда у вас есть маленькие дети. И обзавестись таким же помощником можно по ссылке в описании. Основная часть готова, но осталось еще 3 нестандартные задачи. Первой был стык внизу панорамного окна. Обычный плинтус слишком большой и туда не подходит. Обошел несколько сетевых гипермаркетов в поисках решения задачи. Присматривался к кухонному плинтусу для столешницы. Он есть такой же белый и идеально бы подошел, если бы он продавался длиной хотя бы по 2,7 метра. Может, в природе такой размер существует, но я не нашел, а делаться стыком не хотелось. И тут мне на глаза попались декоративные МДФ рейки как раз нужной длины и подходящего сечения 16 на 35 мм. Так как у меня осталось еще много цианокрилата, который все равно испортится, решил им приклеить планку к раме окна. Нанес гель по всей длине, из баллончика обшикал низ рамы, прижал это все брусочками и получилось очень даже хорошо. В этом месте так было лучше сделать, чем на герметик из-за сильной кривизны рамы. Другой такой же МДФ планкой выкручивался для второй задачи – закрыть провод со второго этажа для подсветки кровати, который до этого болтался в шкафу. У рейки есть паз под крепежную систему, но провод оказался толще этого паза и пришлось изрядно помучиться мультитулом, чтобы расширить паз и чтобы туда влез провод. По итогу все получилось, но лучше бы не изобретал велосипед, а купил просто обычный кабель-канал. Заключительной задачей стало исправление моего косяка, когда я расширял дверной проем в спальне. Мне тогда не хватило
хватило мозга отпилить с двух краев по 2 сантиметра, я отпилил с одной стороны 4, а то, что будет видно край керамогранита на полу, я как-то не подумал. Для маскировки шва развел удачно завалявшуюся в бытовке затирку от пола, налепил на дверную коробку малярной ленты, резиновым шпательком натолкал в шов затирку и дал постоять примерно 20 минут. Смывать здесь было нечего, я просто аккуратно пальцами стер высохшую затирку по краям от шва и отлепил малярку. На следующий день шов просох и стало почти незаметно, что здесь что-то не так. Спустя 3 полноценных дня работы, наконец-то я закончил с плинтусами, вообще не думал, что с ними будет столько возни, и не собирался про них ничего снимать. И только когда узнавал, как правильно и хорошо смонтировать плинтусы, понял, что они достойны целого отдельного видео. И это тот этап внутренней отделки, до которого действительно мало кто добирается при работах своими руками. Поначалу мне все это казалось странным, потому что не бьются плинтусы с дверями, они из них выпирают, они другого цвета, но потом, когда прошла пара недель, к этому привыкаешь и уже не обращаешь внимания, как будто бы и все нормально. В этом плане мне, конечно, плинтусы с эмалью понравились больше, они в цвет дверей, они более аккуратненькие, они нигде не торчат. Но вот это вот 9 мм их толщины буквально случайно мне повезло, что хватило закрыть щели между керамогранитом и стеной. В помещении со всеми дверями такой вариант, конечно, выглядит сильно предпочтительнее, но надо понимать, что и денег на него потребуется в 2 раза больше, чем потребовалось мне. По вот этому месту всю голову сломал, получилось опрятно, насколько оно проживет, непонятно, потому что здесь ходишь, все вот это ногами задеваешь, бывает и в обуви, и МДФ с пленкой для этих целей вообще одно из худших решений. Алюминиевый плинтус с кухни был бы, конечно, здесь более предпочтителен, но вот надо умудриться найти его 3-метровым. В идеале хотел сделать так, как у входной двери, то есть вообще без плинтусов, но у окна не получилось по высоте, пришлось бы сильно выше наливать пол. Ну и на самом деле рад, что задержался с плинтусами и не сделал их сразу, потому что изначально в проекте дома не было предусмотрено несколько подсветок, зарядок, розетку в нише холодильника почему-то я упустил из виду. И уже после того, как добавилось несколько дополнительных проводов, удалось их все скрыть благодаря плинтусам. Еще был удивлен, что палки плинтусов идут сильно короче 3 метров, и получилось какое-то количество стыков больше, чем хотелось бы, но всех их удалось разместить где-то за мебелью, где-то, например, за шторой, так чтобы стыка 2 планок плинтуса никогда не было видно. И который раз себя ругаю, опять купил плинтусы штука в штуку, а надо было с запасом. Как на случай, когда где-то отпилишь не тот размер, сломаешь или еще как-то испортишь плинтус, и как раз на то, чтобы можно было сделать минимальное количество стыков, так как обрезка не всегда хватает по длине. Как раз из-за этого для шкафа в спальне не хватило плинтусов. Пришлось ехать докупать их в обычный сетевик, благо нашел похожие плинтусы, если никому не говорить, что в шкафу они другие, то никогда и не узнаешь. Немного странно получилось из-за дверей купе, когда плинтус прерывается, но как сделать по-другому, я придумать не смог. Когда делаешь работу первый раз в жизни, ждать, что все получится идеально, глупо. Вот и у меня стыки получились не везде красивые. Пробовал их потом сверху еще немного промазывать белым герметиком, и так реально становится лучше. С щелями вдоль кривых стен можно поступить так же, но их я уже трогать не стал, а то можно было бы только все испортить. В целом получилось хорошо. По клею потребовалось его совсем немного, я использовал где-то 30% 100-граммового тюбика. И вот этот вот мне понравился больше, вроде и тот цианокрилат, а почему-то вот этот мне казалось, что он лучше фиксирует. Титан, принимая подарки, контакты в описании. И по герметику, силиконовым герметиком была вообще шляпа. Больше всего мне понравился вот этот. На нем даже плинтус нарисован, как будто прям сразу же фиксирует. Очень понравилось. Смотрел еще профессионалы, используют двойное крепление. Они намазывают в нескольких точках цианокрилатом и потом герметиком, и все это вместе прислоняют. И получается, как будто бы быстро схватывается, и так можно не выпендриваться с брусками. Но, опять же, при условии, что вы профессионал, вы никогда не накосячите, потому что вот это мне пришлось там отрывать это все несколько раз, переделывать. И я очень рад, что я не использовал комбинированное крепление, а только с герметиком, потому что можно было что-то переделать без каких-то плачевных последствий. Спустя несколько сломанных, оторванных плинтусов, наконец-то у меня все получилось, и подвелась такая финишная черта по внутренней отделке первого этажа. С плинтусами все становится более аккуратным, красивым, опрятным, убираются вот эти некрасивые щели, стыки, какие-то эти дурацкие обои торчащие. Также у меня тут можно заметить изменения, что мое рабочее место уехало в арендную квартиру, и я теперь вот это вот болтаюсь как то самое, что не тонет в проруби, живу на 2 города,
и, получается, домой езжу в режиме, что, ну, типа, условно, у меня есть дача. Вместо рабочего места в гостиной появилась тумба под телевизор, она там досталась случайно с Авито, с покупной мебелью в арендную квартиру, которую пытались там дооснастить. Вместе с этим нам досталась тумба, я вот увез ее домой и просто приспособил под тумбу под телевизор. Она, конечно, смотрится несуразно, потому что сюда нужна тумба, ну, минимум в 2 раза длиннее, но потом сюда можно будет сделать нормальную тумбу, а эту убрать на второй этаж. На втором этаже у меня практически закончен потолок, так что следующее видео тоже уже не за горами. Кто скучает, видео выходит также и на Бусти, там я рассказываю все про деньги, сколько зарабатываю на Ютубе, как я заработал 5 миллионов на дом, как покупал обучение там у Стаса Асафьева. Кто скучает, еще и на лайв-канале тоже выходит видео. Например, недавно вышло большое видео про мои путешествия на Филиппины. Напомню, что у канала появился мерч, и это не просто так для галочки, это реально очень качественная одежда, которая выдержит стройку, выдержит стирок невероятное количество, ее носить, не сносить, стирать, не перестирать. Вот делал для себя, чтобы было максимально хорошо. И в магазинах такое качество хрен еще найдешь за огромные деньги. Поэтому вот вообще отвечаю головой за качество. Очень классные вещи получились. Ссылки вы знаете где. Практически наладил вот эти процессы с ездотней туда-сюда. Поэтому до скорых встреч в следующем видео.